Жан Ростан, французский биолог и писатель. Жена в муже видит одновременно силу, которую нужно сломить, и слабость, которую нужно защитить. Если бы могли предвидеть будущее, оно показалось бы нам таким же скучным, как и прошлое. У каждого из нас бывают мысли, которые нас недостойны, но бывают и мысли, которых мы недостойны. Если уж уступать, то сразу, и тебя назовут великодушным. Но если уступить после размышлений, решат, что ты слаб. Хорошая семья та, в которой муж и жена днем забывают, что они любовники, а ночью – о том, что они супруги. Супруги должны воздержаться от ссор, если они любят друг друга не так сильно, чтобы помириться. Ничто так не отвлекает ученых, как преждевременное открытие. Никогда не испытывайте угрызений совести из-за того, что вы думаете о своей жене. Она думает гораздо хуже. Биология – удивительная наука. Она доказывает фактически, что красивые девушки и женщины далеко не самые глупые. Люди дискредитируют свои мнения, когда начинают их обосновывать. Требованиям жены уступай охотнее, чем ее просьбам. Просьбам охотнее, чем слезам. Слезам охотнее, чем угрозам. Верные жены утешают себя в своей верности, непрестанно повторяя себе: «Стоит мне захотеть». Чтобы быть благородным, нужно быть очень богатым или не иметь ничего. Не говори в присутствии жены все то плохое, что ты думаешь о женщинах вообще, и все то хорошее, что ты думаешь о некоторых из них. Мы позволяем судить о себе лишь тем, о ком мы запрещаем судить другим. Быть взрослым значит быть одиноким. Для жены ужасное недоверие мужа и его уверенность в ней. Она мстит и за то, и за другое. Можно объясняться с теми, кто говорит на другом языке, но не с теми, кто в те же слова вкладывает совсем другой смысл. Сердце требует одной женщины, чувство многих, тщеславие всех. Наука сделала нас богами раньше, чем мы научились быть людьми. Жить с человеком, которого любишь, так же трудно, как любить человека, с которым живешь. Брак не мешает счастью тех, кто способен быть счастливым, а остальным он хотя бы дает предлог для жалоб. Женщина считает умным того,
кто разделяет ее мнение, а не мнение ее мужа. Убей одного человека, и ты станешь убийцей. Убей миллионы, и станешь завоевателем. Убей всех, и ты станешь Богом. Можно представить себе человечество, состоящее из одних только женщин, но нельзя представить себе человечество, состоящее из одних мужчин. Супружеская пара хорошо подходит друг другу, если оба партнера обычно чувствуют потребность в ссоре в одно и то же время. Лучше уж делать себе плохо, чем плохо о себе говорить, и лучше уж плохо о себе говорить, чем плохо о себе думать. Никогда не стыдись того, что ты думаешь о своей жене. Она о тебе и не то еще думает. Смерть — единственная вещь, которая больше слова, ее обозначающего. Брак заставляет нас лучше понять себя, и это не самое малое его достоинство, а также не самый малый его изъян. Любить что-то больше, чем жизнь, значит сделать жизнь чем-то больше, чем она есть. Мертвец — это всего лишь пока что неизлечимый больной. Польза от противников несомненна, они утверждают нас в вере, что без них мы бы осуществили свои идеалы. Муж — это самодержавный владыка, который, однако, платит немалую дань. Друг — это человек, которому больше всего верят, когда он говорит о нас плохо. Две ошибки, борющиеся друг с другом, вероятно, плодотворнее, чем одна безраздельно царящая истина. Среди ненавистных качеств врага не последнее место занимают его достоинства. В лице человека природа расцветает и отрекается от себя. Человек — это выродившаяся обезьяна. Гордость столь же часто лицемерна, как и скромность. Чем меньше веришь в Бога, тем больше понимаешь тех, кто в Него верит. Часто супруги ненавидят друг друга, особенно сильно потому, что не изменяют друг другу. Есть писатели, размышлять о которых приятнее, чем читать их. Есть люди настолько противоречивые, что им нравится, когда ими восхищаются за то, что они ничем не восхищаются. Когда, наконец, завоевываешь уважение публики, давно уже не уважаешь ни ее, ни себя. Кто вносит в литературу слишком многое из своей жизни, часто вносит слишком много литературы в свою жизнь. Ложь бывает не столь лжива, как хорошо выбранная правда.
Лучше просто послушаться голоса своих страстей, чем унижать разум подыскиванием оправданий для них. Мораль – это то, что остается от страха, когда он позабыт. Мы так серьезно занимаемся самыми незначительными мелочами лишь для того, чтобы забыть о несущественности целого. Научные исследования – единственная форма поэзии, финансируемая государством. Люди дискредитируют свои мнения, когда начинают их обосновывать. Пока мы ждем той минуты, когда истина объединит нас, она-то нас больше всего и разъединяет. Правда, выходящая из уст некоторых людей, дурно пахнет. Серьезная слабость свободных режимов в том, что каждый свободен заявлять, что он не свободен. Жан Ростан. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.